Никто, абсолютно никто не мог приблизиться к этой собаке, которая уже порядком успела поразиться людям из-за ее дикой и агрессивной натуры. Она не только рычала, огрызалась и угрожающе показывала свои клыки, но и стремительно убегала от всех, кто осмеливался сделать шаг в ее сторону с намерением помочь. Подобное поведение стало для нее стороной самой жизни. И что уж говорить, на протяжении долгого времени именно это защищало ее от всего, что могло причинить вред или беспокойство. Каждый раз, когда кто-то смотрел на нее, ощущалась напряженная атмосфера, полная страха и недоверия, которую она излучала. В ее многострадальных глазах можно было прочитать историю о невыносимой боли и жестоком обращении, которые она уже пережила ранее. Но однажды, в один солнечный и ясный день, когда слабые лучи света прорывались сквозь облака, к дому приюта неуверенно подкатил мальчик в инвалидной коляске. И именно в этот момент дикая собака, известная своей непримиримостью, словно каким-то чудодейственным образом вдруг остановилась на мгновение. Ее внимание привлек именно этот ребенок, который обратил на нее взгляд с неким интересом, не проявляя ни малейшего страха. В Центре спасения животных Уэст-Хилл волонтеры, возбужденные и полные удивления, перешептывались о новой собаке, которая на эти дни стала центральной фигурой многих разговоров и дебатов среди них. Этот большой пес с удивительной белой шерстью и множеством шрамов по всему телу был найден в заброшенной дренажной канаве за границами города, где он, похоже, долгое время прятался от опасностей и невзгод окружающего мира. Ему быстро присвоили имя «Призрак», и не только из-за его светлой шерсти, которую можно было сравнить со светом луны, но и благодаря его уникальной способности исчезать в тенях, как только кто-либо из персонала или волонтеров пытался приблизиться, оставляя за собой лишь чувство невольного страха и недоверия. Несмотря на все усилия зоотехников и тренеров центра, которые пытались установить контакт с призраком, исходя из многообразия стратегий, они предлагали ему разнообразную еду, увлекательные игрушки, а также говорили с ним спокойно и доброжелательно. Однако призрак оставался неуязвим и не подпускал к себе никого, ни на шаг. Он лаял всякий раз в ответ на любые попытки приблизиться, забивался в углы приюта, словно прячущиеся от всего мира, выражая свою грусть и страх. Его выражение глаз всегда было полным не гнева, а именно страха и сильного недоверия. Он никому и никогда не доверял, создавая вокруг себя непроницаемую оболочку, как будто это стало его единственным средством выживания. И вот однажды винтовые и нежные лучи воскресного солнца окутали пространство. 16-летний Ной Кларк, испытывая неуверенность в собственных силах, выкатил свою инвалидную коляску во двор приюта. Его мама слегка неуверенно и с легким напряжением шла рядом с ним, стараясь поддержать и ободрить. Прошло, можно сказать, целых 2 долгих года с тех пор, как Ноа столкнулся с ужасом, попав в серьезную аварию, катаясь на велосипеде по извивающимся бездорожьям. В результате этого катастрофического инцидента у него отнялись ноги, и, увы, он потерял почти все силы духа, которые когда-то были для него опорой в жизни. Это стало настоящим испытанием не только для него, но и для всей его семьи. Когда-то давным-давно Ной был энергичным, невозмутимым и бесстрашным мальчиком, который каждую свободную минуту проводил в скейт-парке, научаясь новым трюкам и общаясь с друзьями. Теперь же он резко изменился и стал редко разговаривать, погружаясь в свои мысли и переживания, как будто осознавая, что мир вокруг него чем-то изменился. Этот визит в приют, о котором ему напомнила мама, не был его инициативой. Он чувствовал не только физическую,
но и душевную тяжесть от своего состояния. Его взгляд, полон раздумий, скользил мимо игривых лающих щенков и нетерпеливо виляющих хвостами, пока он волей-неволей не остановился и не пришел в полный восторг, глядя на призрака. Этот странный и таинственный пес застыл за забором, с настороженным и внимательным взглядом, который говорил о многом. Спустя считанные мгновения, когда Ной остановился, его мама почувствовала какую-то магическую атмосферу, обернулась к нему и, полная заботы, спросила: «Ты хочешь продолжить идти дальше?» Но Ной, с легкой дрожью в голосе и полным осознанием происходящего, тихо ответил: «Нет, я хочу остаться здесь и познакомиться с этим существом». Добровольцы, вещавшие о хрупком состоянии призрака, заколебались, но, заметив, как Ной смотрел на него с качеством искренности и понимания, наконец позволили ему приблизиться медленно и осторожно. Он подкатился к краю ограждения, когда призрак, стоящий неподвижно, был полон настороженности, ощетинившись, как будто эти два существа в одно и то же время рождались к новой жизни. Ной не говорил ни одного слова. Его тихое, но значимое присутствие уже говорило за себя. Он не протягивал руки в сторону пса, даже не делал попыток к физическому контакту. Его образ мысли заключался в том, чтобы просто подождать и посмотреть, что произойдет далее. И, казалось, прошла целая вечность, прежде чем призрак, наконец, шагнул вперед, как будто также ощущая внутреннюю потребность в этом контакте. Он подкрался ближе, не виляя хвостом, не играя, а просто ища истинные эмоции, которые могли бы объединить их. В момент, когда он понюхал воздух возле руки Ноя, произошла настоящая волшебная метаморфоза. Призрак, которого считали диким и неуправляемым, движением, от которого все в убежище замерли в полной тишине и удивлении, опустил голову и осторожно положил ее Ною на колено, словно даря ему часть себя, как бы выражая надежду и доверие. Вздохи поддержки и замешательства раздались вокруг. Кто-то прошептал в недоумении, что призрак никогда прежде так не делал, и этот момент стал настоящим чудом для всех присутствующих. Ной не улыбнулся в ответ. Вместо этого он, полон эмоций, просто тихо прошептал, что все в порядке. «Я знаю, каково это — бояться». С этого момента все вокруг изменилось. В последующие недели Ной возвращался в приют каждый день, как будто эта собака заполнила пустоту в его сердце и помогла ему заново ощутить себя. Он и сам не понимал, какую колоссальную роль призрак начал играть в его жизни. Призрак постепенно научился сидеть рядом с Ной, стал тихо ходить с ним рядом, как бы подчеркивая их дружескую связь, и даже стал прислоняться к нему, как к молчаливому щиту, где каждый из них нашел поддержку и понимание. Никаких команд, никаких посторонних вмешательств, только доверие. Это было что-то совершенно новое и необычное для обоих. Не обошлось и без внимания со стороны местных СМИ. Репортер, услышав эту удивительную историю о Ное и призраке, вмиг подхватил ее, стал вести репортажи и рассказывать о нестандартной дружбе и их уникальной связи. Как только видео, на котором призрак нежно кладет голову на колени Ноя, стало мгновенно популярным в социальных сетях, реакция публики была разнообразной. Не все поверили в это чудо. Один из дрессировщиков на это все заметил и на всякий случай указал на случайность происходящего, заявляя, что эта собака не обучена, что мальчик не подходит для такой работы и что вся эта ситуация просто невероятна и скорее исключение, чем правило. Шум и дискуссии со временем становились все громче, и Ной на какое-то время перестал приходить в центр. В его душе закрались сомнения, но призрак не забыл своего лучшего друга.
Однажды утром его настойчивый характер снова стал очевидным. Он стоял у ворот центра, ждал с явным нетерпением, отказываясь от еды и прогулок, пока Ной не вернулся. И когда Ной все-таки вернулся, призрак с радостью подбежал прямо к нему, продемонстрировав свою привязанность, и лег рядом, словно желая сказать: «Я здесь для тебя». Центр спасения животных, осознав силу их связи, пригласил Ноя поделиться своей трогательной историей на терапевтическом мероприятии для детей с ограниченными возможностями. Сначала он испытывал внутреннюю борьбу и колебался, сомневаясь в себе и своих силах. Ему было страшно выходить на публику и рассказывать свою историю, но когда он, наконец, въехал на площадку, а призрак спокойно шел рядом с его инвалидной коляской, все его сомнения рассеялись, и они растворились в радостной атмосфере. Дети, которые раньше никогда не разговаривали, теперь, увидев незабываемую картину, начали тянуть руки, чтобы дотронуться до призрака, этого волшебного пса, который, казалось, понимал их с первого взгляда. Одна девочка, которая долго не смеялась, наконец рассмеялась впервые за несколько месяцев, и это было счастье, радость и надежда. Призрак отвечал каждому ребенку с таким же терпением и пониманием, какое он проявлял к Ной. Он оставался спокойным, уравновешенным и исцеляющим, своим присутствием принося надежду и веру всем вокруг. В тот вечер, когда солнце медленно опустилось за зеленые холмы и природа погрузилась в тишину и покой, Ной сидел с призраком на пустом поле, вдали от камер, освещающих их каждый шаг, и мощных аплодисментов. Они были одни в этом мгновении радости и спокойствия, наслаждаясь волшебством настоящей дружбы. «Ты действительно помог мне снова обрести себя», — произнес Ной, поглаживая покрытую шрамами шерсть пса, который стал для него не просто другом, но и настоящей опорой в трудную минуту. «Возможно, мы спасли друг друга, и это единственный путь, которым суждено было нам идти», — добавил он, осознавая глубину их взаимосвязи, которая была намного сильнее, чем предполагалось. Призрак мягко завилял хвостом, положив свою голову на ногу Ноя, и в этот важный и трогательный момент впервые за 2 долгих года Ной почувствовал, как на его лице засияла искренняя улыбка, освещая его сердечное состояние, которое отошло на второй план. Временами исцеление приходит не от необходимости быть сильным или проявлять храбрость, а от того, чтобы позволить себе быть замеченным, заслужить доверие и, самое главное, получить ответное доверие от других. Вот именно здесь, в этих простых истинах, и начинается настоящее мужество. Оно заключается в том, что сердце открывается для дружбы и любви, когда мы учимся тому, насколько важно быть рядом, поддерживать друг друга и приходить на помощь в трудные времена. Это не просто история о собаке и мальчике. Это история об истинной дружбе, которая может изменить жизни и подарить надежду, каким бы сложным и трудным ни был путь.